you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим два новых аудиофильских кабеля для внутриканальных наушников от компании Gu Hi-Fi. И, конечно же, как всегда, поговорим с вами о самом главном, о том, как именно они влияют на звук и для каких наушников они лучше всего подойдут. И оба этих кабеля мне пришли вот в таких вот фирменных кейсах. Ну и смотрите, друзья, оба кабеля получили коннекторы 2-пин и балансный штекер на 4,4 мм джек и используют абсолютно одинаковую, но супер качественную фурнитуру. Но всегда помните, что вы можете попросить продавца изготовить кабель с нужными вам коннекторами и штекером конкретно уже для ваших наушников. И для этого просто свяжитесь с продавцом на AliExpress. Ну и первый кабель это Gu Hi-Fi 254 стоимостью сейчас около 12 тысяч рублей. И это четырехжильный кабель, выполненный в очень приятной такой желтой расцветке. Он достаточно увесистый, но тем не менее удобный в использовании. И что самое главное, он совершенно не путается, а в его составе используется коаксиальный провод из сплава редкоземельных элементов высокой частоты с покрытием из монокристаллического серебра и палладия, что звучит просто безумно. Ну а это уже, так скажем, будет младшая, но тем не менее интересная модель Gu Hi-Fi 256, и этот кабель обойдется вам уже в 4000 рублей, что совсем другое дело. Причем обратите внимание, что изготовлен он практически так же, только имеет коричневую расцветку, и в своем составе он использует позолоченный палладий в сочетании 7N OCC, что для этой цены, ребята, ну это просто замечательный выбор. Ну а теперь давайте обсудим, как все это будет работать уже на практике. Ну и начну я, конечно же, сразу с топового кабеля Gu Hi-Fi 254, потому что именно он с первых минут прослушивания сразу привлек мое внимание. Не только своим внешним видом, но и тем, насколько уверенно он способен раскрывать потенциал наушников. И первое, что я отметил для себя сразу, это ощущение большего пространства и свободы. Музыка словно начинает ощущаться легче между инструментами, появляется больше воздуха, ну а сама подача становится уже более открытой. При этом низкие частоты с этим кабелем никуда не исчезают и не теряют свои основы, а наоборот бас становится более аккуратным, лучше контролируется, и за счет чего сложные басовые партии звучат теперь намного увереннее и читаются значительно легче. А вот дальше я заметил, как приятно раскрывается середина. Вокал начинает звучать более отчетливо и естественно, инструменты лучше разделяются между собой, и за счет этого даже уже какие-то знакомые мне композиции воспринимаются банально немного иначе, потому что отдельные какие-то детали и какие-то элементы аранжировки начинают теперь привлекать к себе больше внимания. Но высокие частоты получают прям дополнительную ясность и легкость, поэтому различные послезвучия, тарелочки, струнные инструменты и прочие мелкие нюансы записи ощущаются уже более отчетливо, но без какой-то лишней резкости или навязчивости. И все это в конечном итоге очень хорошо отражается и на звуковой сцене, которая становится просторнее, точнее и заметно свободнее по своему восприятию. Поэтому лично для меня этот кабель оказался прям отличным вариантом для тех наушников, которым как раз таки хочется добавить прозрачности, воздуха и более техничной подачи, но без потери музыкальности. А вот Gu Hi-Fi 256 идет уже совершенно другим путем, поскольку здесь акцент сделан не на легкости и прозрачности, а скорее на насыщенности и фундаментальности звучания. Бас выходит ближе на передний план, становится глубже и массивнее, а удары приобретают приятную упругость и физическое ощущение веса. И особенно хорошо это заметно на современных жанрах, где низкие частоты как раз таки играют важную роль в построении общей атмосферы трека. Ну а середина тоже меняется, за счет чего вокал получает больше телесности, эмоциональности, мужские голоса теперь звучат прям увереннее, но инструменты приобретают более плотную фактуру, и из-за этого в целом музыка начинает восприниматься уже более насыщенной и увлекательной, а сама подача становится менее такой легкой и более основательной. Но интересно то, что высокие частоты здесь подаются немного спокойнее и мягче, чем у 254-го, то есть они не так активно подчеркивают микродетали, зато делают прослушивание более комфортным и расслабленным. При этом звук точно не становится
каким-то глухим или мутным, поскольку детализация здесь остается все же на хорошем уровне. Просто общий баланс теперь смещается в сторону музыкальности и комфорта. Ну а звуковая сцена хоть и не стремится впечатлить вас какой-то максимальной шириной, зато инструменты ощущаются более крупными и материальными, а сама музыка звучит теперь плотнее и эмоциональнее. Поэтому этот кабель я бы в первую очередь рекомендовал для более ярких или легких небасовитых по подаче наушниках, которым хочется добавить веса, глубины и приятной насыщенности. И для них, ребята, это прям то, что нужно. Ну а если подводить итог, то эти кабели смогли приятно удивить меня не только своим качеством исполнения и хорошей фурнитурой, но и тем, насколько по-разному они раскрывают наушники. 254 делает ставку на прозрачность, воздух и более техничную подачу, а 256 предлагает больше плотности, насыщенности и музыкальности. В общем, здесь, ребята, уже выбор полностью зависит от того, какой характер звука вам ближе и что вы хотите улучшить в ваших наушниках. Ну а на этом у меня на сегодня все. Я надеюсь, что этот обзор был для вас, как всегда, полезным и помог вам лучше понять реальные различия, которые существуют между этими кабелями. Всем спасибо за просмотр, всем отличного звука, хорошего настроения и до скорых встреч уже в новых обзорах.